понедельник из ИК-5 в Ивацевичах, городе в Брестской области, по отбытии наказания освободился 49-летний белорусский вор в законе Дмитрий Галеев, он же Бухаров, более известный в криминальной среде как Митя Галей. По словам источника, освободившийся убыл в Могилевскую область по месту проживания своей жены, чью фамилию теперь он носит, по совместительству его адвоката и бывшей жены покойного Апуки, из-за которого Кушнер некогда писал бумаги по Галею и 4 его крестникам. Напомним, в 2013 году Галей был экстрадирован из Швеции в Белоруссию. Из назначенных в 2014 году Заводским судом Минска 11 лет строгача за вымогательство Галей отсидел чуть больше 10 лет. Несмотря на однократную раскрутку в Горках в 2017 года за злостное неповиновение требованиям администрации, 1 год ему скостили по амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Заслуживая снисхождения, Галей подписал дискредитирующие его звание вора положенные документы, застегивался на все пуговицы и работал на производстве корпусной мебели. Фактически после убийства в 2014 году Тимохи Галей остался в Белоруссии самым старшим, опытным и авторитетным вором в законе, хоть в этом качестве никак себя не проявлял. Его выдвиженцами считаются 4 белорусских законников – Лебедь, Паштет, Муму и Медвежонок, последние 3 из которых также находятся в местах заключения Республики Беларусь, как и их непримиримый антагонист Кушнер. Учитывая, что даже в Белоруссии воровским миром должен кто-то управлять изнутри, Галей для этого теперь, как говорил Шакро про Шишкана, идеальная кандидатура. Однако свое имя в историю Галей вписал не только этим. Он и Пичуга – зачинщики нынешнего глобального конфликта кланов, по крайней мере той его части, которая непосредственно затронула славян. Инцидент, ополчивший друг на друга половину воровского мира, произошел на свадьбе дочери Хусана Зиямухамедова, друга деда Хасана в московском ресторане «Софиса» на глазах у ведущих воров того времени. Каких точно, остается догадываться, но если там был Галей, значит были все. Как гласит предание, умалчивая о деталях, средь шумного бала Галей затушил сигарету о голову Пичугиной Марухи и избил самого Пичугу. Так безвестная лафама между Галеем и Пичугой стала причиной конфликта, разъедающего воровской мир вот уже 1,5 десятилетия. На сторону Пичуги встали япончик и дед Хасан, а на сторону Галея Тимоха, крестник японца и грузины, у которых с Хасаном были свои счеты. За 10 лет, пока сидел Галей, япончика, Хасана и Тимоху убили, а Пичуга ушел на пожизненную. Грузины, поддержавшие Галея, до сих пор не разберутся с грузинами, поддержавшими Пичугу. Сейчас все главы конфликтующих семей, отсидев свое на свободе в предвкушении самого ожидаемого досрочного освобождения того, кто их рассудит. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.